«Война и мир» в эфире. Итак, Китай – это очень интересный игрок на Ближнем Востоке, и Китай активно укрепляет свое влияние в регионе, играя роль такого тихого гиганта. Его экономическое партнерство с Ираном, который продает 90% своей нефти Китаю, дает Пекину значительное влияние на Тегеран. В то же время Китай поддерживает хорошие отношения с другими странами региона, включая, собственно говоря, Израиль, где инвестирует в технологический сектор. И Китай продемонстрировал свою дипломатическую мощь, выступив посредником в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией в 2023 году. Эта способность балансировать между противоборствующими сторонами позволяет КНР укреплять свои позиции без явного вмешательства в конфликты. Стратегия Китая основана на экономическом сотрудничестве и тихой дипломатии. Растущее влияние Пекина может изменить динамику на Ближнем Востоке и, конечно же, повлиять на глобальный баланс сил. Раз уж заговорила о Китае, есть еще кое-что. Это просто потрясающе. Дело в том, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы тоже открыли новые возможности для Китая. Россия, столкнувшись с сокращением производства нефтепродуктов, вынуждена увеличивать экспорт сырой нефти. И кто закупает сырую нефть? Правильно, Китай. Пекин получает двойную выгоду, закупает больше российской нефти по привлекательным ценам и перерабатывает ее на собственных МПЗ. Это позволяет ему расширить свое присутствие на мировом рынке нефтепродуктов. Гениально, не правда ли? Но обращусь к человеку, который знает о Китае намного больше, чем я. Это Роман Файншмидт, востоковед, специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии. Он присоединяется к эфиру. Приветствую, Роман. Добрый вечер, Диана. Ну вот Китай вроде как и не вмешивается в конфликты, наблюдает, покупает, богатеет, его влияние в мире постоянно растет, но вот при желании, учитывая экономическую ситуацию в Иране, наверняка Пекин может надавить на режим Аятолл, или это не в правилах КНР? Так, я все-таки начну чуть-чуть издалека. Во-первых, ты правильно отметила, что действительно Китай умеет занимать нейтральную позицию в международных конфликтах и одновременно богатеть, торгуя и с той, и с другой стороной. Это действительно так. Но война Израиля с Хамасом и Хизбаллой продемонстрировала, что Китай может и отходить от этой позиции. Тут даже я могу процитировать господина Катца. Китай занял предвзятую и одностороннюю позицию в израильско-палестинском вопросе. И почему же так? Почему же Китай вдруг неожиданно решил как-то отойти от своих принципов? И здесь нужно посмотреть, а в чем же цели Китая на Ближнем Востоке. Опять-таки стратегические цели. И первая цель – это опять-таки попытаться вмешать США в региональный конфликт, который был бы репутационно опасен для Соединенных Штатов. И тут мы уже видим, Китай несколько преуспел. Китаю удалось стать, во всяком случае, начать позиционировать себя в качестве так называемого рупора глобального юга, консолидировав страны, относящиеся к нему, прежде всего, конечно, мусульманские. Однако это потребовало от Китая держаться позиций, диаметральных позиций Соединенных Штатов и, соответственно, противоречий позиции Израиля. Кстати, здесь еще и прослеживается интерес Китая отвлечь США от другого региона, от Восточной Азии, который, конечно, экзистенциально важен для самого Китая. И теперь переходим ко второй цели. Китай, как ни странно, не заинтересован в крупномасштабной эскалации по всему Ближнему Востоку. Опять-таки, почему? Китай зависит от поставок энергоресурсов от стран региона, прежде всего Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Ирана и так далее. И крупномасштабный конфликт, например, гипотетически между Израилем и Ираном, может, во-первых, резко поднять цены на энергоресурсы, а это очень сильно ударит по промышленному потенциалу самого Китая, да и, в принципе, по китайской экономике в целом. Следовательно, мы можем увидеть, что противостояние Хизбаллы и Хамас против Израиля Китаю достаточно выгодно, но уже расширение конфликта для Китая может нести определенные угрозы. И здесь мы как раз видим попытки контакта и с иранской стороной, стороны Китая, и, соответственно, со стороной израильской. Да. И переходя уже к Ирану. Вот. Да.
Ну вот Ну, сейчас очень да. многие говорят, что на самом деле китайская политика, в том числе и внешняя, она правда специфическая. Китай играет в долгую, поэтому вот это соглашение с Ираном на 25 лет для Пекина просто 1 минута. Но мы-то в реальном мире живем. Вообще Китай как-то претендует на позицию лидера мира, какие-то главенствующие позиции на Ближнем Востоке. Так, ну тут нужно быть очень осторожным. Во-первых, все-таки продолжу касательно Ирана. Даже несмотря на наличие такого громкого договора, все равно Китай не старается не давить на своих партнеров, если это не касается напрямую интересов Китая. Если, например, Иран не критикует Китай за какие-нибудь международные комментарии. И даже когда такое происходит, можно вспомнить критику Ирану, когда Китай официально признал принадлежность островов в Ормузском проливе за суверенитетом Объединенных Арабских Эмиратов. То есть мы можем увидеть, что, конечно, Китай, в принципе, мог бы надавить экономически, но делать это ему не очень хочется, поскольку напрямую пока это интересам самого Китая не угрожает. А как-то надавить на Хизбаллу сейчас Китаю просто не очень интересно. И переходя к вопросу лидерства. Конечно, Китай очень интересный игрок. Я бы назвал его челленджером в современной международной системе. Это игрок, который бросает вызов гегемону, или мы можем назвать коллективному Западу. И, опять-таки, Китай уже есть своя международная повестка. Это, опять-таки, многополярность, равноправие сторон, инклюзивная глобализация и уважение суверенитета. И мы видим, что вот в отдельных регионах страны вот как раз делятся на, можно так сказать, про китайские силы и про американские. Опять-таки, делятся они условно. Очень часто мы можем увидеть, что страны, в принципе, могут менять свою внешнеполитическую ориентацию. Да и сам Китай, как ни странно, очень сильно зависит от коллективного Запада. Как в вопросах торговли, так и в вопросах технологий. Да и у Китая очень много проблем. Не забываем, что экономические проблемы Китая, мягко говоря, серьезные. Вспомним, опять-таки, кризис недвижимости, который может угрожать банковскому сектору. Вспомним демографический кризис. Опять-таки, не забываем проблемы в восточно-азиатском регионе, где, опять-таки, Корея и тот же Тайвань несут определенную угрозу безопасности Китая. И ряд других проблем, которые могут ограничить позиции Китая в качестве глобального лидера. То же самое, кстати, и на Ближнем Востоке. Я чуть позже, наверное, объясню. Да, ну вот и есть еще один важный аспект, как раз я об этом хотела спросить. Я бы сказала, наиважнейший, связанный как раз с Ближним Востоком. Это проект «Один пояс, один путь», в который в разной степени вовлечены почти все арабские страны вместе с Ираном. Что здесь больше, геополитики или экономики? Да, если берем отдельно проект «Пояса и пути», то, конечно же, это сугубо экономический проект, хотя, конечно, с определенными политическими интересами, но интересами, скажем, непосредственно Китая. Да, это, опять-таки, механизм для подвязывания этих стран экономически к своей собственной торгово-инвестиционной машине. Так выразимся. И мы можем увидеть, что уже все страны арабского мира уже являются членами проекта «Пояса и пути». Иордания была последняя в прошлом году. И уже уровень торгового оборота около 400 миллиардов долларов, уровень инвестиций около 30 миллиардов долларов. И что мы здесь можем увидеть? В основном инвестиции у нас идут в энергетический сектор. Опять-таки, это важно Китаю для того, чтобы обезопасить поставки энергоресурсов на китайские предприятия, чтобы экономика Китая продолжала расти и развиваться. Есть, конечно, другие проекты, но они уже не столь ярко выделяются. И переходя к политическому аспекту. Политический аспект в самом проекте представлен не настолько ярко. Есть, соответственно, форум сотрудничества между Китаем и арабскими странами, который тоже в большей степени касался экономических вопросов, но вот последний год он уже коснулся одного политического вопроса, непосредственно Израиля. И мы примерно понимаем, в каком фрейме он его коснулся. Опять-таки, это тот вопрос, который, можно так выразиться, должен консолидировать страны, состоящие в этом форуме. Те вопросы, которые могут потенциально разделять эти страны, Китай боится трогать. Другие же вопросы, в том числе вопросы безопасности, Китай также не хочет затрагивать. Китай прекрасно осознает, что вопрос безопасности в регионе лучше всего могут решать Соединенные Штаты. А безопасность в регионе – это гарантия энергопоставок
китайскую экономику. Ну, в общем, все понятно. Конечно же, Восток дело тонкое, но Китай еще тоньше. Это было мнение Романа Файншмидта, востоковеда, специалиста по Восточной и Юго-Восточной Азии. Большое спасибо, Роман. Надеюсь на встречу еще в будущем. Взаимно, взаимно.